Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, да. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ советская 5-го левела Су-85. Да, вот такая гордая тачка, проходная прокачиваемая ветка. Полноценный гайд-обзор сегодня по этой машине. Все у нас ПТ-САУ советские там до 8-го левела, да и даже старший на 10-м есть с таким же силуэтом, примерно однотипные. И предлагаю сначала сходить ознакомиться с бронированием Су-85. Погнали! Итак, коллижен модель нашей Су-85, и мы здесь достаточно быстро смотрим. Рубка в целом НЛД в части 62, 64, где гусеничные траки висят у нас 82, у нас броня есть только в маске. Все, что связано с маской. От борта нас броня не интересует, потому что углов горизонтальной наводки нам не хватит стреляться от борта. Это чисто вот так вот, да. Все, только маска, все остальное пробивается на вылет. Так, с броней разобрались, брони нет, только в маске орудия. Давайте смотреть основные модули, что нам предлагается. Предлагается нам безумное количество пушек. Вот, давайте их все откроем. Вот эта пушечка идет, да, отдельной веткой у нас. Ну, а это вот тоже топовая отдельно. Вот так поставим. И что мы видим? Вот эта вот пушка, которая идет сюда, да, это у нас, по сути, пушечка-фугасница. С долгим КД, с плохой точностью, с медленной скоростью полета снаряда. Вот, время сведения такое, ну, в принципе, соответствует всем пушкам, но заряжается долго, и бронепробитие это здесь очень низкое. Поэтому рекомендую пушку эту закрыть, и вот эту пушку вообще даже не идти на нее, ее не качать. Остается вот эти три орудия. 115, 160 альфа, 180. Бронепробитие, в принципе, годное на этих пушках, поэтому делаем вывод, что гнаться, качая ветку ПТ-САУ эту, да, и качая конкретно эту ПТ-САУ, там садиться со свободным опытом, заходить на топовое орудие не стоит. Можете спокойно покатать на всех этих пушках. Это я вам 100% говорю. Закрываем эти пушки, оставляем только эту. Заряжается она топовая 6 секунд, вот это вот орудие. Вот, 0.34 точность, вполне хорошая точность, время сведения комфортное, ДПМ 1800. Вот, по поводу рации обязательно качайте для связи с союзников, чтобы занимать позиции, качайте топовый двигатель, здесь 500 лошадей, здесь у нас 480, чуть-чуть да прибавит. Ну и на месте крутиться для ПТ важно, ходовая топовая 35 градусов в секунду, стоковая 33 плюс 2 градуса в секунду вам добавит. По оборудованию. Я зарядил, и вам иногда, ну как, если вы достаточно опытный игрок, качайте все на альфу, на урон и прочее, все на пушку. Если вы неопытный игрок, вам, может быть, подойдет из оборудования и стереотрубы, и даже маск-сеть, и все такое, вам нужно научиться играть на ПТ-САУ в принципе. Если уже как бы давно играете, естественно, конечно, все на пушку. Это досел, это улучшенный прицел и усиленные приводы наводки. Позволяют реально достаточно быстро выцеливать и отстреливать точно врагов. Вот. По снарядам. Основной ББХ летит 950, комфортная скорость полета. Голда у нас подкалиберный снаряд. Летит почти 1200 метров в секунду. Must have, круто. По снаряжению ремка, аптечка. Автоматический огнетушитель желательно. Вот, экипаж, 4 члена экипажа, перки вы сейчас перед собой наблюдаете в таблицу. По УВН у нас все нехорошо, у нас минус 6. И это, ну, очень мало. Есть позиции, которые в кустиках не позволяют, скажем так, глубоко выкатываться. Вы можете засветиться, а УВНов стрелять из-за кустов, не выкатываясь на врага, иногда не бывает таких, так сказать, позиций. Поэтому, да, отсутствие УВН это минус для этой ПТ-САУ. Странно, почему она, честно говоря, не гнется. 460 хп мало. По мобильности 55 вперед, 14 назад, почти 17 лошадей на тонну. Подвижность очень комфортная, ПТ-шка быстро перемещается, что позволяет занимать позиции первым порой, вот, перекатывать, менять позиции. Здесь все в этом плане комфортно. По незаметности невероятные 42,2%. У нас даже перк незаметность еще не всех вкачан, можно раскачать где-то до 46% незаметность. То есть ПТ-шка
Вот у меня даже не стоит ни маск сети, ничего, вот такая незаметность. Поэтому, в принципе, я рекомендую на эту ПТ все заливать оборудование на орудие. Вот. По обзору мы слепые, 276 метров, будем стрелять по засвету союзников. Вот. Так, это я смотрел, все. Значит, по плюсам и минусам, подвижность норм, брони нету минус, по пушке плюс за исключением УВН. Вот. По незаметности супер жирный плюс, по обзору супер жирный минус. Отправляемся в бой, посмотрим, а как Су-85 ведет себя в современном рендере. Погнали. Так, у нас обзор боем Су-85 ПТ-САУ советская 5-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Попали в сетап к пятеркам. Эх. Наверное, где-нибудь в районе базы останемся. Тяжи всего лишь 2. Арты, кстати, нету. Это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Эх, жалко, ЛТшки не просветит перекатку, наверное, да. Скорее всего. Блин, неправильно дерево свалил. На балконе пока никто не светится. Так, дали шотик. Дали шотик. Дали шотик. Добро. Добро. Дали шотик. Слушайте, ну победный бой. 740 не стреляли. Добро. Добро. Т-34 там сейчас откиснет. Короче, все пооткисли. Уходим отсюда. Победа. Победа. Ну что, ребят, 740 успели настрелять. Это точность орудия нам позволила. Хорошая нормальная альфа, хорошее пробитие. Да, я на голде играл. Мне важна была скорость полета, потому что стрелял на расстоянии. Все. Да тут просто уничтожение врагов. Мы уже больше, наверное, не успеем пострелять. Ну что, хорошая подвижность у ПТшки. Хорошее орудие позволяет реально делать красоту.
красоту. На балкончике. Ну все, мы уже не постреляем. Ну да. Итальяшка сейчас отлетает. Вот такой вот бой, вот такая вот ПТХ. Быстрый бой, малое количество танков в команде, но в любом случае 740 мы успели дать. А это, извините, почти наших собственных 2 хп. Я всегда говорю, что выходя в бой, ставьте себе план там, по урону, по суммарному урону. Там 2 своих хп. Почти выполнили. Стоя на базе, кстати говоря. Вот итоги боя. 4-е место у нас по урону. Вон, ребят, вообще ничего не настреляли. Все нормально. Плюс 54. И это у нас еще при учете, что я стрелял голдой. А что можно сказать за Су-85? Хороший разовый урон. Все равно хороший, как для 5-го левела. Точное орудие, хорошая подвижность. Короче, позволяет занимать правильные позиции, перекатываться по картам. Ребят, у кого есть это ПТ-САУ в ангаре, пишите свои комментарии, как в целом вам это ПТ-САУ. Вот. Какое вы на ней используете оборудование. Я не ставил ни просветленную оптику, ни стереотрубы, ни маск сети. Я все поставил на орудие, на точность орудия. И вы видели, что в этом бою все выстрелы, все абсолютно выстрелы, зашли на 100%. То есть все, реализовали полноценное орудие. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Мы данный ПТ-САУ по 5-бальной системе как минимум ставим 4 балла, потому что на ней можно нагибать. Всем пока-пока, до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.